Здравствуйте, мои дорогие зрители. По просьбам некоторых зрителей я нашел вам задачку из Северной Кореи. Посмотрите, оцените ее, дан квадратик А, Б, С, Д. Проведен отрезок АК под углом 75 градусов к стороне АД, и точка Д соединена с серединой этого отрезка, точкой М. И требуется найти величину угла КМД. Я покажу два решения. Одно от противного, второе от противного. Но вы попробуйте решить эту задачу по-взрослому, по-настоящему, без всяких угадываний. Как всегда, скажу пару слов про образование в этой самой загадочной, таинственной Северной Корее. Про саму Северную Корею вы знаете больше меня, а вот про математическое образование вряд ли больше. Ну, вот так, значит, основные предметы. Корейский язык, математика из 2025 года, русский язык обязательными являются. Образование 12 лет тоже обязательное, бесплатное, все понятно. На международной олимпиаде корейская команда входит в топ-10. Кто бы мог подумать? В школе изучается алгебра, теория чисел, там дискретная, математика и геометрия. Основной упор сделан на геометрию, геометрия классическая, Евклидова. Не то, что западные страны, вот США там перешли, даже Китай, на аналитическую геометрию, векторы, координаты там и так далее, а там все полная классика с доказательствами всех теорем. Все доведено до абсолюта. Вот задачи на построение циркулем и линейкой. Тогда получаются хорошие проектировщики, инженеры, ведь они живут как Советский Союз, все свое. На международной олимпиаде считаются северокорейцы монстрами геометрии, поэтому для них теорема Птолемея, прямая Симпсона и многие известные теоремы – это просто стандарт, применяют молниеносно. Ну, сложные всякие сечения в пространстве изучают, и это тоже инженерное такое мышление капитально развивается. Есть спецшколы, есть школы при университетах, там два крупных университета в Пхеньяне. Экзамен в академию, КВА, они сдают 5-6 часов по математике. Кто не поступил, кстати, в эту академию, становятся классными айтишниками, там всякие спецгруппы, группа 121, изучают стандартные языки, C++, Java, Python. Студенты, что интересно, занимают первые места на международных IT-соревнованиях, обходя и команду Google, и команду Facebook, и команду университетов США и Китая. Представляете, пишут жутко оптимизированный код, экономя каждый байт. Их операционка Red Star работает просто улет, как часы, потому что оптимизировано, выверено до нуля. Ну вот все, что знал, рассказал, а теперь к решению нашей задачи. Как и обещал, два метода. От противного и обычный, прямой геометрический способ решения, что найти, ну, часто для таких задач очень-очень трудно. Ну, какой здесь от противного? Ну, напрашивается как бы вывод, подозрение, что треугольник СМД равносторонний. Ну, мы не можем сказать, что очевидно, он равносторонний, правильно? Да, нужно это как доказать. Как доказать? Ну, вот проводится такая средняя линия, дайте возьму, красиво проведу, средняя линия нашего квадратика, да? Даже черточки лишние не буду ставить, всем все понятно. И говорится, что построим-ка мы равносторонний треугольник на стороне CD. И пусть его вершинка не совпадет с точкой М. Вот так он пройдет. Но потом мы рассмотрим, что эта вершинка попадет за точку М. Ну и придем к противоречию, что она должна совпасть с точкой М. А к какому противоречию? Вот посмотрите, если вдруг вот так провести, вот так, то что у нас получится? Ну, получится, что вот этот треугольничек у нас равносторонний, вот так, равносторонний, и тогда треугольник давайте букву F дам, хорошо, F, FD равнобедренный, AFD равнобедренный. Вот смотрим на этот треугольник, он равнобедренный. Почему-то он равнобедренный, потому что AD равно CD, а CD равно FD. Значит, вот тут две черточки. Он равнобедренный, правильно?
Ну, правильно. Ну, тогда что получается? Ну, получается, вот этот уголок у нас 60 градусов, вот этот уголок тогда у нас 30 градусов, и углы при основании будут по 75. Вот этот угол будет 75 градусов. И тот, который дан у нас 75 градусов. Ну, нельзя в одну полуплоскость от луча АД отложить два угла вот, заданной градусной меры. Можно отложить только один согласно аксиоме откладывания. Поэтому, рассмотрев еще случаи, когда точка F попадет сюда, приходим к выводу, что F обязана попасть в точку М, совпасть с точкой М. Ну, вот, собственно говоря, и все. В этом заключалось решение метода от противного. Предположив, что не попадет, приходим к противоречию по углам, и тогда получаем равносторонний треугольничек. Вот, эта сторона равна этой, но дальше решать тут нечего, правильно? Поскольку этот треугольник теперь АМД равнобедренный, правильно? Правильно, тогда вот этот угол сколько? Ну, 75 градусов. А наш зеленый тогда сколько? Да он смежный с этим, и поэтому весь наш зеленый искомый угол будет 180 минус 75, 105 градусов. Все, значит, ответ А, 105 градусов, это и есть ответ на вопрос нашей задачи. В Корее, кстати, в Северной нету задачи с выбором ответов, всяких тестов, это все баловство. Там вся математика настоящая, взрослая, серьезная, первый, второй курс универа. Но это в спецшколах, конечно. В обычных школах там доказательства, все как положено, как было в СССР. И теперь способ 2. Способ 2. Прямой геометрический. Сложнейшее решение, но вы уже знаете его. Мы недавно похожий способ применяли. Посмотрите, что сделаем. Построим равносторонний треугольник на стороне АМ. Вот это будет вот так и вот так равносторонний. Соединим вершинку его с точкой D. Но этого мало. Мы еще проведем вот отсюда высотку и отсюда высотку. Вот так. Все. Вот так. А теперь я отмечу, что треугольничек наш равносторонний. Треугольник АМП равносторонний. Ну, что это дает? Это дает то, что вот этот уголок у нас 15 градусов. 75 минус 60. Правильно? И вот этот уголок будет 15 градусов из прямоугольного треугольника, в котором один угол 75. Но у этих треугольников равны гипотенузы, как стороны равностороннего треугольника. Значит, треугольники эти равны. Какие? Еще раз выделю. Вот этот треугольник равен вот этому треугольнику. Ну, могу записать. Не буквами, а треугольник 1 равен треугольнику 2. А что отсюда следует? Отсюда следует вот эта вещь, что если сторону нашего квадратика мы примем за А, то вот этот отрезочек будет А пополам, правильно? Ну, он же равен MH отрезку, скажем так. Вот. Зря в буквы эти ввязался. Т. На треугольник AMH и APT. Все. Ну, тогда вот этот АТ отрезочек будет сколько? А пополам. Но тогда ТД будет А пополам. Ну, при условии, что вся сторона А. И тогда ПД отрезок равен АП. И снова получаем два равных треугольничка. Вот этот и вот этот. Правильно? То, чтобы снова, перед этим получили два равных по двум катетам. Значит, АПД будет равно теперь АП. Все. Три отрезка ПА, ПМ и ПД равны между собой. Значит, П – центр окружности, описанной около этого треугольника. Ну, сейчас все уберу лишнее, иначе мы тут запутаемся. Вот так уберу. Вот, и опишу окружность. А дальнейшее все там будет просто уже. Даже это уберу. Все, описываем окружность, как умеем, около треугольника АМД. Ну все, описали окружность. Получается, что вот этот уголок вписанный, правильно? А вот этот у нас центральный, он 60 градусов. Это 60 градусов. Ну все, значит, наш, это будет 30 градусов.
Вот весь этот уголок возьму красный и жирный. Вот 30 градусов. Вот, 30 градусов. Ну, поскольку наш треугольник равнобедренный, ведь мы сказали, что вот эта сторона равна вот этой стороне из равностороннего и равна этой. Тогда и получается, что вот этот угол у нас будет сколько? Правильно, 75 градусов. Ну, тогда смежный с ним, который мы ищем, будет 105. Задача решена. Ну, вот такая история, ребята. Согласитесь, да, задачка «Будь здоров». Все, до новых встреч, всего хорошего, огромное спасибо, кто досмотрел. С вами был Валерий Казаков. Пока.